Я на самом деле думала об этом, когда шла вот прямо сейчас на интервью. Я помню, что я приходила домой в слезах каждый день, потому что у нас каждый день был разговор с мамой о том, что я хочу забрать документы, я хочу в другую школу. Несколько дней я думала о том, стоит ли вообще, стоит ли ворошить прошлое. Я помню вот эти яркие моменты, там, когда на меня говорили «жаба», или когда я проходила по коридору, и парни кричали «шлюха». Все, что было в прошлом, оно все-таки оставило какой-то отпечаток, и, возможно, стоит об этом говорить, чтобы докопаться до сути. Для меня это была пытка — ходить в школу, потому что я знала, что вот я вернусь и буду снова плакать дома. Меня зовут Аня, и меня травили в школе. Все начиналось с одного человека, позже с мальчиков, и потом подключились девочки. Это могло происходить во время урока, на переменах. После к моим одноклассникам присоединились парни из других классов. И вот, собственно, так прошел мой 11 класс. Ну, говорили, что я шлюха. И всякие разные вещи, связанные с моей внешностью. Мне на самом деле повезло, потому что не было там какого-то физического насилия. В плане, меня там никто не толкал, не знаю, не бил. Просто там где-то с задней парты меня позвали к доске, и ему захотелось высказаться. Вот он просто жаба. И на весь класс там все... Кто-то посмеялся, кто-то промолчал, и, по-моему, учитель тоже никак не отреагировал. В целом ситуация мне была неясной с самого начала. Я не могла понять, что происходит долгое время, потому что прямо на вопросы мои никто не отвечал. Что случилось, что я вам сделала, что со мной не так, мне никто не говорил. Просто я думаю, что сработал какой-то стадный вот этот эффект, когда там большая часть класса с кем-то не общается, остальные для самосохранения делают то же самое, просто чтобы не попадать под то же самое давление. Моя одноклассница за меня заступилась и села со мной за одну парту. То есть мы 11 класс с ней вместе просидели за одной партой, и на нее этот негатив распространился тоже. Это был единственный человек в классе, который меня поддержал и который не отвернулся. Мы учились в лицее, куда детей отбирали со всех школ на конкурсных основаниях. И мы все были соперниками друг с другом изначально. То есть мы не дружили. Даже несмотря на то, что это лицей, и туда должны попадать только лучшие ученики, и все мы знаем, что это не всегда так. Но в основном это были на самом деле, это были дети из богатых семей, дети влиятельных людей. Все более-менее стало проясняться только к концу 11 класса. Мне рассказали ребята из параллельного класса, что парни распускают слухи о том, что там якобы кто-то видел где-то там меня в каком-то там месте, неприличным чем-то занимающийся, но не ясна сама история. Как вы шли на выпускной? Честно, не хотела идти. Но, опять же, у меня просто была мысль, что я не смогу после пережить еще один выпускной в школе, и что мне придется пойти. Я выбрала платье, как и все, и пошла на выпускной. Получила аттестат, и у нас при вручении аттестата классная зачитывала какие-то слова, которые она придумала для каждого ученика, которые как-то его характеризовали. И мне она прям со сцены в микрофон прочла, что
В общем, не скажу дословно, но что все мои проблемы, они как будто бы из моей головы. И что это я все надумала, и, разбирайся. Когда я это слушала, мне просто хотелось и развернуться, и пойти домой. Я не знаю, зачем это человек сделал, и зачем это нужно было говорить на выпускном. Потому что классный руководитель, как никто другой, был в курсе всего, что происходит в классе. Неоднократно разговаривала с классной. Доходило до того, что когда классная мне не помогла, я обратилась к директору. Мне хотелось забрать документы. Я это озвучивала директору, что я хочу в другую школу, не хочу здесь учиться. Мне здесь тяжело. Но вызвали мою маму и уговорами меня. Потому что мама была тоже заинтересована в том, чтобы я осталась в лицее. Как-то замяли ситуацию. Однажды лишь вызвали родителя вот этого мальчика, который кричал, обзывался. Он после разговора уже с своими родителями вернулся в школу еще более озлобленный. И это не закончилось. Но после этого классная даже не предпринимала каких-то попыток. Был один учитель у нас математики, и я помню, что однажды во время урока в мой адрес тоже там непонятные слова полились, и он просто подошел и его так подзатыльником успокоил. И, наверное, это был единственный учитель, который вот так прям жестко заступился. Мне стало гораздо легче просто от того, что хотя бы кто-то, не то чтобы на моей стороне, но хотя бы кто-то вообще не в стороне. На выпускном я узнала, что слухи распространял мой одноклассник. То есть мы пошли встречать рассвет. Я пошла вместе с классом, потому что мне казалось, что это такое событие, которое я не смогу переиграть, повторить в другой раз. И даже на такие, несмотря на натянутые отношения, я должна туда пойти. И вот он там мне и признался. Возможно, не знаю, алкоголь ему помог в этом. Весь 10 класс у нас были близкие отношения, то есть на уровне дружеских даже. То есть не просто одноклассник и одноклассница, а примерно как друзья. Мне так казалось, по крайней мере. Он признался, отвел меня в сторонку и рассказал. Я давно заметил, что ты еще в 9 классе, у тебя поменялась фигура, ты там такая прям женственная стала, и ты мне нравишься, а ты на меня не смотришь никак. Он прям так не сказал, что это я рассказал про тебя неправду, это все выглядело так, что я там от кого-то услышал и рассказал другим ребятам, то есть... Я была только на самой первой встрече выпускников, когда мы только поступили, там полгода отучились после первой сессии. И для меня это было важно просто приехать и со сцены всем рассказать, что я поступила в медицинский университет. И все, больше меня на встречах выпускников никто не видел. Мне казалось, что я закончу школу, поступлю и уеду, и все. И за этим ничего не последует. То есть я уеду, моя жизнь в корне изменится, и все прям изменится в лучшую сторону. Сейчас я понимаю, конечно, что то, что происходило, ненормально, так не должно быть, и что это сильно на меня повлияло. Но это все приходит позже гораздо. Во-первых, я избегаю встреч с одноклассниками, мне не хочется с ними общаться, мне не хочется, в принципе, видеть учителей, большинство, конечно. Некоторых я вижу, и, например, к психологу я до сих пор захожу в гости.
я сделала не тот выбор в пользу университета. Мне действительно хотелось поступить и просто показать всем, что вот вы меня считаете какой-то не очень, а я на самом деле что-то могу. И поскольку я училась в химико-биологическом классе, мы все мечтали о медуниверситете. Я просто вот взяла и поступила на бюджет. Только потом поняла, что это был не мой выбор. И я этого на самом деле не хотела. Поняла, что я не уверена в себе абсолютно. Вот, но сейчас занимаюсь фотографией, потому что фотография появилась у меня как раз-таки в университете, и сейчас это моя жизнь, то, чем я занимаюсь, то, чем люблю заниматься. Что с парнем стало? Парень закончил медицинский университет тоже. Сейчас работает в больнице, там, в нашем городе. И был один случай, когда мы почти встретились. Меня привезли на скорой, и это было ночью. Он рентгенолог, и его вызывали, чтобы там приехать не знаю, как это у них правильно называется, дежурство, возможно, это было, но он не приехал, приехал другой, и я просто выдохнула в тот момент, потому что, это последний человек, кого бы мне хотелось видеть, лежа там на каталке с переломами таза, и я просто была очень рада, что оказался в тот момент кто-то другой, даже если бы он был лучшим врачом в районе. Вот. Не знаю. Наверное, да. Наверное, прощаю. И просто хочется больше не вспоминать об этом, и все.